Всем привет! Мы продолжаем ретро-рубрику канала, вспоминая, какие масштабные копии выходили в различных российских и европейских журнальных сериях около 10 лет назад. И сегодня хочу вам показать неведомую зверушку. Это фургон Рокар в масштабе 1 к 43. И эта модель выходила в рамках румынской журнальной серии «Легендарные машины» под номером 17. И модель поступила в продажу в сентябре 2012 года. И сложно сказать, за сколько в Румынии продавали данную журнальную серию. Свой экземпляр я приобрел пару лет назад в одном европейском интернет-магазине, и продавали только масштабные копии без журнала. И как и другие европейские журнальные серии, этот образец мне обошелся в 3 евро 95 центов. На мой взгляд, это вполне адекватная цена за такую масштабную копию, с учетом того, что подобные машины обычно у нас продают за 15-20 евро. Если посмотреть на румынский автопром, то он довольно скромный по мировым меркам и не такой обширный, как советский или польский. Но, тем не менее, попадаются довольно необычные экземпляры, как, например, данный фургон. И если посмотреть на марку Рокар, то в румынской журнальной серии было как минимум 3 фургона. Второй микроавтобус был более раннего типа, и модель была в двухцветном варианте окраски. И также предлагался пассажирский вариант более поздних годов выпуска. И обе модели есть в моей коллекции. Если у вас будет интерес, я тоже на них в будущем сделаю детальный видеообзор. Также интересное наблюдение то, что данный фургон выходил и в рамках российской журнальной серии «Автолегенды СССР и соцстран» под номером 170, и модель поступила в продажу в сентябре 2015 года. И сегодня пробежался по некоторым российским интернет-магазинам и нашел подобный фургон в продаже за 499 рублей. И, возможно, это тоже вполне адекватная цена, с учетом того, что в России современную журнальную серию продают за 1000 и выше. И, конечно, это автомобиль на любителя. И судя по тому, что большая часть тиража до сих пор не распродана, любителей не так уж и много. Но мне данный микроавтобус вполне понравился, и именно этим мне и нравится европейская и российская журнальная серия. Вы можете собрать вполне внушительную коллекцию необычных автомобилей, которые больше никем другим не выпускаются. Я не могу представить, чтобы Mini-Champs, AutoArt, Шоко и другие премиальные бренды выпустили автомобили соцлагеря. Я вам для сравнения приготовил еще несколько микроавтобусов, просто чтобы вы посмотрели, как они отличаются в плане дизайна и как масштабные копии будут смотреться на одной полке. И особо информации по данному микроавтобусу я не нашел. Эти машины изготавливали в Румынии, и они были сделаны на схожем шасси с ГАЗ-69. И также, если вы располагаете какой-либо информацией, можете поделиться ею в комментариях. И давайте распакуем блистер и посмотрим на данный микроавтобус поближе. И здесь довольно массивная упаковка из-за того, что автобус поставляется вместе с черным пластиковым подиумом. На подиуме написан прототип Рокар ТВ-12F, также желтая подложка, написано, что эта модель изготовлена в Китае, где же еще, и отсутствует значок East Models, хотя эти модели выпускаются на фабрике РСТ. И на нижней стороне картонки также есть наклеечка, где указан импортер, де Агостини, Греция, и другой информации здесь нет. И в плане покраски и сборки это более-менее аккуратный вариант, но, как всегда, не обошлось без капли дегтя. И на моем экземпляре здесь очень некрасивое пятно клея на самом видном месте. И также, когда вы будете распаковывать данную модель, будьте внимательны, потому что нечаянно могут сломаться хрупкие зеркала заднего вида. И я по неосторожности сломал ножку на водительском зеркале, я впоследствии ее подклеил, но здесь как раз видны следы ремонта. Я пока что не подкрашивал ее черной матовой краской, я хотел вам показать то, что нужно быть внимательным.
И если вы посмотрите на интерьер данного микроавтобуса, то здесь практически ничего не видно из-за того, что плашка из черного пластика, окрашенного в массе, дверные ручки просто обозначили черной краской, дворники из черного пластика, как и решетка радиатора, присутствует небольшой шильдик, нанесенный там по печатью, и более-менее нормальные линзы на осветительной технике, даже присутствуют рассеиватели, и вроде бы особо не виднеются черные точки, но вид портят места среза отлитников на окантовке, и, конечно, по-хорошему нужно полностью перекрашивать деталь, чтобы не было видно следов среза. И мне не очень нравится то, что здесь поворотники нанесли просто оранжевой краской. Присутствуют регистрационные номерные знаки, и на российском варианте были точно такие же номера, но это не удивительно, потому что российская модель — это просто нераспроданные остатки из румынского выпуска. И вполне хорошие колесные диски. Сложно сказать, попадают ли они в 43-й масштаб, возможно, чуть крупнее, чем должны быть на самом деле. И еще один момент, то что покрышки здесь не очень ровные. Если вы посмотрите на водительскую и пассажирскую покрышку, то здесь профиль отличается. И ближе к переду автомобиля профиль ниже, чем на задней стороне. Видимо, неровно прорезают отверстия. Присутствуют брызговички, задние фонари из красного прозрачного пластика, серебристой краской нанесли огоньки заднего хода, их можно было тоже сделать более изящно, и вместо окошек здесь просто заглушки, но их обозначили краской. И как раз я могу открутить эту модель от подставки и показать, как у нее сделана нижняя часть. И здесь модель крепится при помощи двух крепежных винтов. Тоже интересное решение. Обычно журнальную серию крепят одним винтом, а здесь китайцы расщедрились. И вот так выглядит ходовая часть автомобиля. Сделали отдельную выхлопную трубу. Схематически изобразили переднюю балку, задний мост, также запасное колесо. И на задней части виднеется крепежный винт. И я пробовал разбирать эту масштабную копию. Если открутить винтик, то все равно что-то держит переднюю часть. Возможно, здесь защелкой служит решетка радиатора, но мне не удалось ее демонтировать, скорее всего она вклеена. Если вы знаете, как аккуратно разобрать эту масштабную копию без поломок, тоже напишите в комментариях. Я хотел покрасить сиденье в данном микроавтобусе, чтобы хоть как-то можно было разглядеть салон. И давайте покажу вам для сравнения другие микроавтобусы, которые есть у меня. Например, можно сравнить Рокар с УАЗиком. И как раз наглядно вы можете посмотреть, как отличается дизайн у разных микроавтобусов. УАЗик чуть-чуть короче, но УАЗ полноприводный, а Рокар заднеприводный. Хотя ходовая часть у него тоже довольно массивная. Рессоры. И повторюсь, ходовая часть на этом фургоне взята с ГАЗ-69. И, кстати, могу вам показать ГАЗ-69, тоже из румынской журнальной серии. И как раз этот внедорожник шел следом за микроавтобусом по нумерации. И вот так здесь выглядит ходовая часть. Но на моделях, кстати, рессоры отличаются по дизайну. И сложно сказать, было ли на настоящих автомобилях так, или здесь опять же вольная фантазия дизайнера масштабной копии. И на эту модель я поставил харьковские покрышки. И покажу вам еще два микроавтобуса. Легендарный Рафик, тоже в желтом цвете. И у модели немножко отличается оттенок желтого. Рафик чуть-чуть светлее. И, кстати, обе модели покрашены более-менее аккуратно и вполне хорошо просматривается расшивка. Обычно желтый, белый цвета не самые лучшие в плане покраски. И нужно наносить краску толстым слоем. А здесь удалось сохранить расшивку. Тоже
За эту цену более чем нормальная покраска. И последний микроавтобус марки Nyssa. Тоже очень симпатичный, уже польская школа автомобилестроения. И Nyssa тоже немножко поменьше, чем Рокар. И, конечно, автобус очень неприметный, и мне он чем-то напоминает французский автопром, и, возможно, есть некоторые элементы дизайна от Renault Estafette, только французам удалось сделать более симпатичный автомобиль в плане дизайна. И пишите ваши комментарии, понравилась ли вам данная масштабная копия, какие европейские журнальные серии собираете вы. Не забывайте поддержать видеоролик лайком, также вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик и подписывайтесь на мой второй канал, там тоже выкладываются разнообразные видеоролики на модели из моей коллекции. А на сегодня это все, до новых встреч, пока!